Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео у нас бесщеточный аппарат для маникюра и педикюра с сайта AliExpress. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. В данном видео я расскажу вам, чем отличаются щеточные фрезеры от бесщеточных. Еще будет небольшой трэш-тест сравнения двух аппаратов в работе. Также в видео поделюсь с вами теми рекомендациями, которые мне дали японские производители фрезеров с микромоторами. Итак, фрезер iBelieve, модель TP289. Технические характеристики этого аппарата таковы. Электрическая мощность блока 80 Вт. Максимальная скорость вращения микромотора 40 тысяч оборотов в минуту. Ну и тяговая характеристика или крутящий момент 4,5 ньютон на сантиметр. Также стоит отметить, что данный аппарат прошел европейскую сертификацию. Для начала давайте посмотрим комплектацию. В картонной коробке у нас небольшое руководство по эксплуатации, в котором указаны технические характеристики, меры предосторожности и, конечно, описание самого данного устройства. Также в коробке находится сетевой провод для зарядки аккумулятора. У меня с вилкой для евророзетки. При оформлении заказа тип вилки можно выбрать в магазине у продавца. Также в комплектацию входит небольшой набор фрез в розовой коробочке. Ну и, как я полагаю, в качестве комплимента продавец положил еще одну керамическую фрезу с красной маркировкой. Теперь давайте рассмотрим портативный блок. Тут у нас два дисплея. На маленьком дисплее отображается только скорость вращения. Тут также видим мы с вами разъем для микромотора, разъем для сетевого провода и выемку для держателя ручки. Такая выемка есть и с другой стороны блока. Также на корпусе блока мы видим с вами большой круглый регулятор скорости вращения и две кнопки вкл-выкл и кнопка переключения направления вращения. На задней части корпуса мы видим с вами большую клипсу. При помощи нее можно закрепить данное устройство на поясе мастера, либо на, скажем, дверце шкафчика. Данный блок аккумуляторный, в него встроена литиевая батарейка, емкость аккумулятора 2600 мАч. Подключив данное устройство к сети, начинается заряд аккумулятора. При полностью разряженном аккумуляторе его зарядка займет примерно 2,5 часа. А вот время работы полностью заряженной батарейки составляет примерно 7,5 часов. При полной зарядке индикатор батарейки меняет свой цвет с красного на зеленый. Теперь давайте рассмотрим бесщеточную ручку с микромотором. Корпус ручки полностью металлический, на корпусе нет никаких сквозных отверстий. Сама ручка тонкая, очень удобно держать ее в руке. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, почему в бесщеточных ручках нет вентиляционных отверстий. Все дело в том, что в подобных ручках нет угольных щеток, которые в свою очередь в процессе работы вызывают трение с коллектором, что приводит к нагреву микромотора. Соответственно, для охлаждения микромотора в ручки с угольными щетками устанавливают также вентиляторы. И вот для этих самых вентиляторов и нужны вентиляционные отверстия. Так как данная ручка бесщеточная, вентиляторы в ней не установлены, соответственно, и вентиляционные отверстия не нужны. Ну и, безусловно, благодаря отсутствию этих самых вентиляционных отверстий в корпус ручки попадает меньше пыли. В ручку встроен цанговый механизм. По заявлению производителя он немного утоплен исключительно для того, чтобы в корпус ручки попадало меньше пыли. Немного прокрутив центральную часть ручки до щелчка, мы открываем цанговый патрон. И теперь можно заменить идущую в комплекте болванку на нужную нам фрезу. Для того, чтобы зажать цанговый механизм, мы снова прокручиваем ручку, только теперь уже в правую сторону и опять-таки до щелчка. На корпусе ручки есть гравировка «Открытый замок», «Закрытый замок». При этом помните, что зажимной цанговый патрон нежелательно надолго оставлять в открытом состоянии. Также обязательно стоит помнить о том, что перед тем, как зажать цанговый патрон, необходимо вставить в него либо фрезу, либо болванку. Иначе это может привести к дальнейшему некорректному захвату фрезы. Подключаю микромотор, он же ручка, к блоку питания и давайте посмотрим, как они вместе работают.
Для начала нажимаем на кнопку «Вкл-выкл». Нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом. На большом дисплее виден уровень заряда батарейки, количество оборотов в минуту, помноженное на 1000, а также есть небольшой красный индикатор направления вращающейся фрезы вправо или влево. Для того, чтобы изменить направление вращения фрезы, нам нужно нажать на кнопочку со стрелочками. И тут у нас загорается другой индикатор. Первый индикатор стрелочками показывает вращение вправо и обозначен он как forward. Второй индикатор показывает стрелочками вращение влево и он обозначен как реверс. На маленьком дисплее, как я уже и сказала, видно только количество оборотов в минуту. Соответственно, оно точно такое же, как и на большом дисплее. Увеличить или уменьшить количество оборотов мы можем при помощи вращения вправо или влево встроенного потенциометра. И это такая большая круглая кнопка на корпусе блока. А вот если нажать на эту самую большую кнопку, то работающий фрезер уйдет в режим пауза. Ну и, конечно, давайте послушаем, как жужжит данный аппарат при скорости вращения от 0 до 40 тысяч оборотов в минуту. Жужжит он как комарик. Ну, правда, очень тихо работает фрезер. Но, пожалуй, это не самая главная изюминка данного аппарата. Основной изюминкой, вот лично для меня, является то, что изменить направление вращения фрезы вправо или влево можно прямо на скорости. И для этого нам не нужно уменьшать количество оборотов до нулей. Достаточно просто нажать на кнопку вот со стрелочками. Фрезер сам остановит фрезу и сам плавно ее заведет. Ну и еще одна изюминка – это режим пауза. Ну вот представьте ситуацию, вы такая пилите, и тут вам нужно ненадолго прервать процесс. Нажимаем на кнопку пауза и фрезер сам останавливает фрезу. При этом на дисплее индикатор с указанием количества оборотов в минуту будет мигать. Ну а для того, чтобы продолжить процесс, вам также нужно нажать на кнопку пауза, и фреза начнет вращаться с той же скоростью, на которой вы остановились. Ну а если вы вдруг решите, что все, хватит на сегодня пилить, то в режиме пауза вы можете просто отключить аппарат, нажав на кнопку «Вкл-выкл». Ну а если вдруг по каким-либо причинам вы оставили включенный аппарат на режиме пауза, то через 10 минут он сам полностью вырубится. Также хочу обратить ваше внимание еще на одну особенность. При выключенном аппарате, как бы вы ни крутили вот этот самый регулятор скорости вращения, там вправо-влево, при включении аппарата скорость будет на нуле. То есть вам не нужно переживать о том, что вы вот сейчас включите аппарат и фреза сразу начнет вращаться. Не знаю, как вам, но лично на мой взгляд это очень удобно. Сейчас для сравнения я хочу показать вам две ручки. Ручка в правой руке заметно изящнее, но при этом она все-таки чуть-чуть тяжелее. Безусловно, сравнивать эти два аппарата не совсем корректно, они абсолютно разные. Но, к сожалению, на сегодняшний день других у меня нет. Тем не менее, суть теста, она и заключается в том, чтобы как раз-таки показать эту самую разницу между двумя этими аппаратами. Как вы сами сейчас можете видеть, на скорости вращения 10 тысяч оборотов в минуту при сильном сопротивлении фреза просто останавливается. Аппарату не хватает мощности. Ну а теперь давайте посмотрим, как поведет себя бесщеточный микромотор на скорости 5000 оборотов в минуту, также при сильном сопротивлении. Фреза просто ни на секунду не останавливалась, и если бы я дальше пилила, то пропилила бы не только типс, мне кажется, но и держатель для этих самых типс. Конечно, в процессе работы такого давления на фрезу мы не делаем. Но более мощный аппарат будет снимать материал, скажем, как по маслу, даже при не максимально заявленных оборотах. И это на самом деле очень важно, и сейчас я объясню почему.
Как мне объяснили японские производители, заявленные 40 тысяч оборотов в минуту – это скорость вращения болванки, не фрезы, а болванки без сопротивления, то есть в холостую. Вот работать с фрезами, пускай даже при минимальном давлении, но при этом при сопротивлении, на максимальных оборотах производители вообще не рекомендуют. И это касается и щеточных, и бесщеточных аппаратов. То есть это касается всех аппаратов, где у нас микромотор. А если диаметр вашей фрезы даже на микрометр больше, чем болванка, тут уже скорость вращения нужно также уменьшать. В общем, чем больше диаметр фрезы, тем меньше скорость вращения. Конечно же, я спросила про фрезу кукурузка. Думаю, такая есть у многих. Так вот, работать с фрезой кукурузка можно максимально на скорости 25 тысяч оборотов. В противном случае микромотор будет нагреваться и быстро выйдет из строя. Если температура микромотора, то есть ручки, нагрелась свыше 40 градусов по Цельсию, это значит, что вы выставили неправильную скорость вращения с учетом диаметра вашей фрезы. Исходя из вышесказанного, вот лично я при создании маникюра максимально могу выставить скорость 25 тысяч оборотов в минуту, так как с фрезами меньшего диаметра я и так работаю на пониженной скорости. Поэтому при выборе аппарата не стоит опираться на заявленное количество оборотов в минуту. Здесь самое главное – это мощность аппарата. Именно разница в мощности заметно ощутима в работе. Из минусов. Вот эта вот самая большая кнопка пауза, она же регулятор количества оборотов в минуту, она, скажем так, немного прокручивается. Для увеличения скорости данный регулятор можно крутить как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. При этом значение вот этой самой скорости оно может перескакивать. Изначально я подумала, что это брак, но, как объяснили производители, так как кнопка многофункциональная, такие перескоки – это нормально. Радует то, что такие заскоки явление нечастое, и происходит это в основном в момент увеличения скорости. Когда нужная скорость уже выставлена, значение никуда не прыгает. Ну а основными плюсами лично для меня являются компактность и мобильность данного аппарата. Зарядив аккумулятор, ваша локация не зависит от наличия или расположения розетки. Ну и безусловным плюсом является, конечно, мощность аппарата. Еще пусть незначительным, но все-таки плюсом для меня является то, что каждый раз, когда мы включаем аппарат, направление вращения установлено в режиме Forward. То есть, даже если я работала в режиме реверс и после этого выключила аппарат, тогда, когда я его снова включу, и значение, и направление вращения фрезы будет в режиме Forward. Ну что ж, вот такой обзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!